Новичок идет на заброшенную ярмарку. Первый раз за все выживание. В этом видео погнали. Первый раз на ярмарке – это всегда масса впечатлений, от атмосферы до лотереи с билетиками и попыток вывести максимум ценного без лишней траты ресурсов. Да, друзья, всем огромный привет, с вами Харди, у нас очередная серия и, конечно же, ИИ Нова с нами. Что туда надо брать? 6 видов ресурсов в первом этапе, да? Я уже их взял. Что берем? Ну, что сможешь? Я бы не стал под ноль все тратить, потому что нам с тобой нужны дубы, чтобы задание Бориала делать, факела делать, да? Нужна кожа. Блин, да все надо. Поэтому фигачим, что сможем. Ну, в общем, ярмарка это временное событие у нас. Оно доступно достаточно много по времени. И возвращается оно не каждый месяц, а раз в 3-4 месяца. Но обязательно возвращается. И это не во всех событиях в Last Day. Прогресс твой в ярмарке сохраняется. Ну, то есть, ты дошел в первом этапе до 10 левела. В следующий раз, в следующую ярмарку продолжишь. Поэтому не переживай, что успеешь сделать, то успеешь. То есть, нет такого, что прям Но при этом ты помнишь, да? Я рекомендую тебе в период ярмарки все бросать и фигачить ее. Почему? Ну потому что никуда не денется сезон. Сезоны постоянно цикличные, повторяются, идут бесконечно. Никуда не денется путь выжившего. А это временная штука-дрюка. И да, я уже сделал косяк. Нам надо было обязательно с тобой взять сюда железную трубу. Это обязательное ее условие. Труба нужна всегда. Именно она. Я хочу открыть ярмарку. Представь, как было бы круто. Суть простая. Есть, грубо говоря, локация ярмарки. Вот этому дядьке надо приносить ресурсы, да, каждый день. Плюс зачищать эту локацию. 3 вида ресурсов еще будет. И выполнять всякие дополнительные задачи, если они вообще ее будут. Вот этот временный ресурс, да. И что? Ну и все. Есть, значит, оружие ярмарочное. Оно дает при ударе очки прокачки. То есть ресурсы вкидываем. Первый вариант, как прокачивается ярмарка, да, виды ресурсов. Плюс это специфическое, значит, оружие. И вот тут-то и выходит на сцену труба. Почему труба? А огнестрельное оружие, остальное, которое можно апгрейдить оружие, они не критуют со стелса, ты понимаешь, что? А труба сел на корочки и застелсил. Соответственно, это оружие апгрейдится вот такими конфетти. И чё? Ну и все. Я тебе краткий, так сказать, экскурс дал, да? По первому этапу все банально, ёп, просто. Прежде всего, тебе надо, значит, вот сюда проходить. Стараться зомби не убивать, потому что оружие ярмарочное идеально в определенных локациях. В каких? Тут все написано. И да, у меня есть наиподробнейший гайд по ярмарке. Ну, так в целом. Второй этап там группа, это вообще дичь. Третий это топы, и так у них все хорошо. А первый этап клоун. Клоун, который тут тусуется. Не убиваем его и ломаем трубу об него. Сейчас мы именно с тобой так и сделаем. Ну и здесь на самой ярмарке, да, всех кожеедов тоже желательно ярмарочным оружием фигачить. Просто учитывая, что у нас ему вообще с тобой 0 этого оружия. Мы только начали. А что, его можно сохранить на будущее? Да. Вот сейчас ярмарку начинают многие, и у них уже есть ярмарочное оружие. И не одно, и не два, а 5, 10. То есть на будущую ярмарку без проблем можешь наделывать труп, огнестрелов, да, всего подряд. Но на первом этапе, да плюс без доната, вот золотые наши 2 с тобой штуки. Вот эти вот, значит, лавки с призами. Каждый день фигачишь, и будет тебе оно. Вот все виды оружия. Огнестрел. Ну это, блин, для топов, для тех, кто играет с донатом. Нет, нас с тобой интересует чисто трубы, да? Еще ее попробуй скрафтить. Почему вот этого засранца не убиваю? Трубой его зафигачим. Так, давай возвращаемся к мужчине. Это первое поручение. О, ты принес инструменты. Ну и все. Все. Прокачивая левела, получаешь фантастические вот такие билетики, плюс дополнительные награды, включая трансмиссию, ёп. На подготовке на втором этапе ярмарки тоже трансмиссия.
Блин, это капец, короче. Очень жирное событие. Так, ну что, поехали. Поехали. Единственное, вот это все не сливаем. Ты видел, я видел. Все. Ну, нам надо это. Гвоздики у меня скопились. Ничего, ну вот так вот. Ну, конечно, если ты сможешь фулл сюда вносить, это будет великолепно. Стоит ли оставлять билетики на потом, когда левел прокачивается, бла-бла-бла. Железная труба смотри в сам. ярмарочном стелсе против клоуна. Классика, чтобы не тратить ценный огнестрел. Ну, не совсем ценный огнестрел, Нова. Тут дело в другом. В том, что опыта трубой больше всего. Есть резон оставлять билетики зелененькие. А может и нету. Я отдаю, мне насрать. Здесь и сейчас. Хо-хо, блин. Ёлы-палы, вот казалось бы, да ладно, что дали ерунду. Тут и карбоны, тут и гранатометы. Ёп, что тут только нету. Это реально, я не знаю, как тебе сказать, это просто имба. Событие, ну, очень крутое для любого новичка. Так, поехали. Нам надо с тобой. Да? Что сделать надо? Надо за трубой сходить, чтобы тут всех трубой фигачить. Ну и, соответственно, в каждый этап всякие свои развлечения разные. А еще не забывай, ярмарка это хорошо, но по следу ведьмы тоже ничего плохого. И чё? В итоге получается вот что. Когда выходит столько временных событий, которые не каждый месяц попадаются, я бы все бросал и фигачил эти временные события. А ты уже сам смотри. Ну то есть вот это нам тоже безобразие надо проходить, ты понял, да? Ну давай все-таки это. Прежде всего ярмарочка. Труба. Ну, соответственно, сразу можешь на будущее, да, иметь в виду. Тебе потребуется одна труба, а завтра потребуется еще одна труба, а потом еще одна труба. Ты понял, да? Блин, безобразие, то есть каждый день по трубе. Откуда? Я не знаю откуда, ну вот, все есть в плейлисте этого волшебного мужчины. И да. Я без тебя, конечно же, небольшой втоп, это ярмарки не касается, но это же наше выживание. Я без тебя, значит, уже посмотрел рекламки стандартные. На этот раз все 3 смотрел, даже камни забирал. Почему? Вот недавно у нас проблема была с камнями. Конечно же, чемодан. Чё б я ее без него делал, блин, честное слово, без этого чемодана. И локацию зачистил на глобальной карте. Так, все, пока трубу одну выкидываем, это выкидываем, да? И мину мы утащим с тобой в бункер Альфа. Сгодится нам там. Тут у нас как дела? Хорошо все. Деревья, не деревья, ёб. Все говно. Ну, давай вот так. Печушки, соответственно, работают, насколько они могут себе вообще позволить работать, да? Все перерабатывается. Вот, алюминийка, да, плавится. Здесь пока никак. Сталька чуть-чуть идет. Тут алюминиевые пластины делаются. Тут уголечек делается. Ну, то есть, верстаки это вообще, ну о чем, ёб, говорить, да? Конечно, верстаки всегда должны работать у тебя. Чем лучше ты будешь это делать, тем лучше для тебя. А циркулярная пила. Циркулярная пила. Ничего страшного. У меня есть всего одна пластина. Но. Чем лучше на упреждение ты будешь готовиться на будущее, тем легче будет играть. Нова, расскажи лучше смешной анекдот про ярмарку. Вот, на будущее тебе надо соображать, правильно? А на будущее это значит вот этот комплект брони. Ты понимаешь, что? Почему? Вон, 3 алюминиевые пластины и железные. Потому что моя броня все-таки доломалась. Я был максимально неаккуратен. Если ты не помнишь моего первого бариала, ты вспомни его. Мы его прошли, и нам, по идее, хватало брони еще на 10 бариалов. Но, блин, я как истинный балбес раздолбил этот комплект брони, а всякие задания никчемные. Не повторяй мои ошибки. Так делать нельзя. Ну, ты понял. Блин, надо как-то это экономнее, да, грамотнее действовать. Так, поехали. Приходит мужик на ярмарку и видит объявление у входа. Уникальный аттракцион. Угадай вес живого поросенка, получишь его совершенно бесплатно. Подходит он к ограждению, смотрит на огромную розовую харю, прикидывает так и так, трогает бока и уверенно заявляет организатору. 240 килограммов. Организатор грустно вздыхает, достает ключи от клетки и говорит. Ну ладно, забирай.
но вообще-то он весит всего 120, просто ты единственный за весь день не стал спорить с его мамой, которая тут рядом стояла. Блин. Спасибо, Нова. Я, честно, не понял. Почему? Ну, я такой, блин, туповатый. Если ты понял этот анекдот, объясни мне, как тебе, смешно было, нет? Так, ну что, смотрим рекламу, да? 10 минут ждать мы не можем. Хотя, закидываешь трубу, занимаешься какими-то своими делами, да, 10 минут быстро проходит. Готово был. Теперь ее красавицу берем и поехали, елы-палы. Да, у нее со спиняки, и да, если у тебя, кстати, будет промодифицированная труба, у тебя больше будет урона. Да, она выдает, оно классно выдает без модов, да? Вот, если у тебя модифицированная, тебе 80 хп кожеедики, это типа маловато. Слушай, да ладно, что заморачиваться, ёб, до миллиметров, я не знаю, я никогда не заморачивался. Ты если хочешь, вперед. Ай, блин, а бить ли в лицо? Вот в чем вопрос, да? То есть это же фиговый расход трубы. Я буду бить. Если ты помнишь, у нас была такая выжившая сурвивалка. Она вездеход собрала, без доната, легко. Пока, значит, утверждают, что там игра усложняется, я повторяю, ее упрощают до ужаса. И чё? Ну и вот. И этот тоже соберет мужчину, еще как. Поэтому что-то париться. Но если ты хочешь идеально выводить, тогда труба должна бить всегда со стелса. Всегда, ёп. Нельзя вот так вот бить. Ты понимаешь, да? То есть, наносит она 26 урона. 13 очков идет опыт. X2. В 2 раза меньше. Нанес 100 урона, 50 опыта, значит, события. Понял, да? 1000 урона. 500 очков тебе в копилку ушло. Все. Все, ёп. Настолько банально просто вообще, какой расчет. Ну вот, смотри. Чик, 26. Вон 13 таких, да, нарисованных билетиков опыта. Ну и все. А может быть огнестрелом лучше, если с полными обкастами и т.д. и т.п. Я снимал для тебя такой наикрутейший эксперимент в лаборатории Генезис. Там вообще максимум криты там вылетали. Очень круто. Но нет, даже это, ёб, хуже, чем вот так трубой фигачить. Да, да. Он со стелса, да, 39 очков за удар. Мне кажется, неплохо. Вот тот самый клоун Джорджи. Я тебе рекомендую его в конце фигачить. Ну, то есть, вначале всю ярмарку зачистили, да? А потом уже трубу на Джорджика этого будем тратить. А можно вообще сделать один удар, в глобал выбегаешь, перезагружается Джорджик. Сделал удар, перезагружаешь. Это задротство просто нереальное. Но да, это эффективно, максимально эффективно, как пользовать трубу. Один удар со стелса Джорджику. Между делом есть, конечно, видос еще, где я в полицейском участке балуюсь. Даже не надо. Ну реально, ну даже не надо. И да, сюда смотри, надо чуть-чуть огнестрельчика. Почему? Потому что тут бычара, он очень больно бьет. В ближнем бою его бить, не, это полное идиотство. Каким огнестрелом пользоваться? Так что у тебя есть? Я вон взял, да, говнообрез. В почте у меня еще этот, значит, арбалетик. Также рекомендую тебе, если у тебя одно единственное оружие, оставь чуть-чуть трубы на следующий день, потому что мы с тобой начинали когда, перемотай видео, и мы били просто не трубой, да, чуваков. Вот эту освобождали лавку, вот ту, ничего, вот на это количество оставь, чтобы их спокойно, ну ты понял. Так, все, хватит мне огнестрела. Если не хватит в темпе вальса, да, нам надо будет из почты доставать. Давай кольт питон сразу достанем. Почему? У нас еще ведьма впереди, не ведьма. Так, ну и все, и пошла жара. Вот он, бычок. Определенное количество хп снижаешь, бомжи прибегают. Конечно, беречь трубу на следующий день – это верх стратегического гения. Конечно. А потом сидеть и выковыривать из почты обрез с арбалетом, потому что наглец с дубиной за углом не оценил твой стелс. Бегу! Давай, беги уже к своему любимому Джорджику, пока он окончательно не заскучал без твоих гениальных ударов с перезагрузкой.
Ага. Главное, смотри, не перепутай Нет. кнопки, а то вместо удара в спину опять обнимешься с зомби и пойдешь новый комплект брони фармить. Не переживай, нормально все будет. Че это ты? То все подхалимничает, а тут смотри, что, дерзить начала. Молодец, молодец. Доела уже ты подхалимничать. Сейчас еще будет толпа зомби. И что, я боюсь, ёб, я их не вывезу. Давай как-то постараемся, да, побыстрее. О, какая боль. Да, такое бывает. Ой, испугался он толпы зомби. 9 лет стажа, лучший блогер всея Руси, а чуть толпа завозилась, уже паника в глазах и коленки трясутся. Да, блинчики, молодец, осведомлена. Да, каналу уже больше 9 лет. Слушай, не переживай, умирать это неприятненько, но с другой стороны нормально как бы. Остудись, да? Че я беру спецвойск? Слушай, у меня нет комплектов рабочего, нет комплектов военного. Мы с тобой давным-давно не были где? Правильно, в бункере Альфа. И поэтому персонаж, да, на пол, в смысле, увядает персонаж. Блин, бункер Альфа. Он реально выруливает, ёп. Если ты его регулярно фармишь, у тебя такого не будет никогда говна. Что этого нету, того нету. Как успевать все? Я не знаю как. Но игнорировать альфу это себе в ущерб. Вот. Ее по-хорошему надо по откату. И будь тебе огнестрел, и лечение, и виды ресурсов многие, включая баллоны, да? На вездеход нам надо 30 баллонов. Вот если грамотно игрок развивается, к тому моменту как, у него уже все готово. Быка же заново придется бомбить. Ой, ты бесишь. Я лечение не взял. 9 лет стажа, а в бункер Альфа зайти целое событие галактического масштаба. Конечно, проще ныть, что персонаж увядает и банок с бинтами нет, чем раз в 3 дня сбегать на этажи и вынести полный подвал военной снаряги с огнестрелом. Снаряги. Таким подходом ты вездеход к 30 веку соберешь, а не к релизу игры. Ну... Хватит жаловаться на нехватку ресурсов, собирай свои обноски и топай в Альфу, пока зомби окончательно не заняли твой пустой склад. Не, Нова, ты молодец, конечно, молодец. В Альфу надо ходить, кто ж спорит. Но нет, нам не до Альфы сейчас. Тут ты ошибаешься. Че мы тогда, ёб? Только Альфу я буду показывать. Это неинтересненько. Да, если ты умираешь, единственный минус ХП заново бычара получил, да? Ну, я считаю, это небольшая проблема. Ну, получил и получил, ёб. Опять же, да, самое главное, ты лут не просрешь. Вот что главное. Поэтому спокойно можешь умирать. И вот посмотри, если не максимальный профит со стелса, да, трубой юзать. Все, я в принципе трубу почти сломал. Ты понимаешь, что? Маленький кусочек надо оставить на завтра. Мне кажется, это нормальный расклад. Все, Джорджику ударим, буквально один удар со спины и готов был, да? Ой, хорошо, когда ты нуб, когда тебе все надо, даже клею радуешься, блинчики. Реально, вот изолента у меня закончилась, да, клей закончился. Блин, и чё? Ну вот и получается, что для новичка нет плохих событий, ивентов. Реально, чё бы не было, ёб, ты играешь, ты выживаешь, все, ты развиваешься, все круто будет. Это Олден, там, да, а вначале один какой-то ивент отсекается, потом другой. Привет, Джорджик. Ну ты понял, да? Вот смотри, со стелса один удар сделал, так, в глобал вышел. Даже не надо домой убегать, там, умирать, там что-то. Заходишь назад, у него опять full хп. И это максимальный профит. Со стелса удар трубой. Это ж задротство. Ну так я так и говорил. Хочешь вперед. Есть игроки, которые делают, тогда максимум будешь выжимать. А можно ли за одну ярмарку пройти full level? Можно. Много играть с дополнительным донатом. Не знаю, я не стремился никогда за одну ярмарку пройти полный этап. Почему? Да зачем, ёб? Мне и так хорошо. Давай фигачим чуть-чуть трубой. Буквально оставим вот там, да? Ну вот все, в принципе. Смотри, Джорджику снимаешь хп, и он опять беснуется. Ну-ка же едет красноглазики. Привет, говноеды красноглазые.
Что такое? Капли вам в глаза надо. Болеете много, да? Бедолаги. Ну, давай еще. Все, уже перебор. Вот уже я слишком много снял. Да нет. Все, валим. Что с кожеедами произойдет? Если я не ошибаюсь, исчезну. Ну да, куда уж мне до твоих гениальных стратегий. Сидеть часами, перезаходить в глобалку ради одного удара по клоуну – это ведь верх динамичного геймплея. Ну да, это не динамичный геймплей. А кто сказал, что задротство – это динамичный геймплей? А даже слово звучит как-то стрёмно. Блин. Но повторюсь, если у тебя есть жгучее желание и время, да, это действительно максимальный выхлоп. Так, все, вскрываем все, да, и готово. И мы, кажется, еще один билетик возьмем. Ой, как это классно, а. Я прям жду этого билетика. Что же вы мне дадите? А тем временем тут у нас, да, привет семье. Это вот сколько дней я пропустил, грубо говоря. Смотри, когда витаминки получишь, рекомендую использовать в бункере Альфа. То есть ты готов прям поиграть там часик, да? Во, жри витаминки. Обязательно жри этого лекаря. Ну или кушай, да? Кушай. И тогда уже идем туда. Хыдыщ, хыдыщ, хыдыщ. Третий левел и дальше пошли. Отдой билетик. Билетики даже интереснее, чем вот эти награды. Ну, кроме вот этого и вот этого, да? Билетики это прям капец. Отдай мою награду. Ну, так себе, да? Ну, как так себе? Лопата, граната. Все нам это надо. Выкуси, а не награду. Сначала дойди до этого заветного ящика без очередной паники и слитой брони, а потом уже выпрашивай свои пиксели. Забирай свои билетики и не ной. Выкуси. Нормально все? Что значит выкуси? Мы победили, все забрали. Ну, награда так себе со второго билетика. Ну, что поделать. Тут рандом. Между делом, хочу заметить, рандом, да? Но, вот как бы ты ни участвовал в этой ярмарке, даже вот так вот, как я сейчас показываю, по любасу ты будешь в хорошем плюсике. А теперь давай сбегаем все-таки еще зафигачим ведьму, потому что, блин, ну это капец надо. Че ящик не беру вот этот? Я пока не понимаю, что мне надо. Либо мне вот это... Ну, меха вроде накопил. Может, вот эту все-таки на будущее. Но также я нуждаюсь остро в бензине. И оружия ближнебойного уже нету. А катанка это же вообще... Да и 20 кожи тоже хорошо. Блин. Вообще, да, новичком быть тяжело, но приятно. Всегда есть куда двигаться, куда развиваться. Ладно, насрать, давай вот эту беру. Катанку. Да, давай катану берем. А почему? Ну а что ее, тяжело она мне досталась, что ли? Я играю вообще, как бы, сезоны, это не моя игра. Моя игра это вот развитие персонажа, лаздей, а сезоны просто халява. Просто халява, мне говорят, спасибо, что играешь в нашу игру, вот тебе, держи. То есть я к этому так отношусь. Если ты как-то по-другому, ну, относись по-другому. Ой, ёп, у нас еще с тобой доставки, задание Бориала. Это вот, да, то, что движ и развитие главное. Ё-моё, как это все успевать. Давай я быстро без тебя сейчас, да, доделаю уже эти задачи под ведьму. А как ведьму убивать будем? А я пока что-то не придумал. Набрал катан и труп, а против босса опять с голой жопой останешься и будешь потом бегать вокруг нее кругами, надеясь, что она сама со стыда сдохнет. Ничего себе ты какая! А где ты научилась этим выражением с голой жопой? А, так от меня же. Вот так вот, понимаешь? С кем поведешься, от того и наберешься. Что имеем, то имеем, да? Блин, одно из самых сложных заданий, я считаю. Просто дичь. Украсть чертовы данные. Лучше заходить вот отсюда снизу. Как-то не вышло. Нет, ты посмотри, ёп, толпа. Ты посмотри, толпа какая. Не вышло снизу красиво зайти. Ну а ты как думал? 9 лет сижу в твоих стримах и видео. Тут не только с голой жопой бегать научишься, еще и не такое завернешь. Зато отличный заход снизу на чертовые данные сразу показал класс. Вломиться на пролом и смотреть, как все горит. Давай, распутывай теперь-то, что натворил стратег комнатный, пока охрана окончательно не устроила тебе теплый прием. А вот это обидно про стратега комнатного. Блин.
Ну, не 9 лет ты со мной нова, я без тебя как-то вот. А ты это новая штука, Дрюка. И поэтому ты и есть нова. Ой-ой-ой-ой-ой, я забыл совсем. Капец, ты прикинь, вот это ежедневные награды, это вообще очень молодая халява. Да, сезоны более-менее уже долго идут, но вот это сравнительно недавно. И чё, вот посмотришь на эти награды, твоя задача просто зайти в игру на 5 сек, и все, и готово. Чё, 15 бинтов, ну ты их еще добудь. Вот это, да это вообще обосраться, этот потрошитель, обсеришься его делать. А? Для новичка. Ну реально обосрину словишь, 10 меди, блин, пластины алюминиевые, и просто на халяву дают. И что, ну очень много добавили халявы, это капец, конечно. Я не говорю, что это плохо. Именно поэтому, да, и мы и собираем с тобой вездеход между делом. Я раньше считал, что все, приплыли. Вездеход без доната собрать лет 5 надо играть. Это все изменилось. Мы уже доказали, что ну годик просто в кайф играешь без фанатизма, и будет тебе вездеход. А если прям тебе зашло, и ты прям оторваться не можешь, месяца за 3, за 6 соберешь вездеход. То есть все, персонаж уже в топе будет. А с новыми котейками, ёп, еще быстрее. Котейки эти тоже такая грязища. Что здесь? Сжечь эти факела. Так, значит, никого не бьем, убегаем ее. Да? Что сделал? Да ёп, я его нажал. Так, ладно, давай к этому. Никого не бьем, бежим. Конечно, Нова, я тут для тебя. Видишь ли, новенькая штука Дрюка. А сам забыл, что раньше вездеход собирали чуть ли не 100-й внук до 7-го колена. Так и есть. Зато теперь зашел на 5 секунд, забрал бинты с пластинами, и уже царь горы. Угу. Годиков так за полгода год вездеход собран, котейки накормлены, а ты тут сидишь и факелами отмахиваешься. Ноги в руки давай, убегатель профессиональный, пока эти факелы тебе в спину не воткнули. И чё еще? Ну и давай по пути заскочим домой. Мне надо же как-то ведьму победить. В смысле, ну чем-то. Чем? Блин, вопрос, чем ведьму-то побеждать? Вот это все давай я скину сейчас быстренько без тебя, да? И, значит, возьмем еще генезис ствол, чё ж поделаешь. Слушай, ну неплохо, чё прибеднялся-то, а? Гранатомет, гранатомет, катаны, не катаны. Есть еще порох в пороховницах, да? Все готов был. Единственная броня вот у меня, да, разваливается. И что, наверное, надо было ее посерьезнее одеть. Ну ладно, насрать. Так, готов был. Мне кажется, вообще все получается, да? Сэкономил броню. Бегу! Нова, на меня напало 7 кожиедов. Уже 6. Что делать? Сейчас скажут, прячься за объект, ёп. 7 кожиедов. Ой-ой. Спасите, помогите, бедняжка испугался. Сейчас они тебе всю оставшуюся броню в лохмотья превратят, пока ты тут паникуешь. А ты молодец, хватит угадала. круги нарезать, доставай свой обрез или гранатомет, раз уж прихватил, да и раздавай им блин. плюхи, пока они от тебя живого места не оставили. Или опять планируешь лицом урон принимать во имя опыта. Ну как бы да, дело пахнет керосином, Нова. Чё, без брони-то тяжко. Ну все, приехали. Запасай керосин, только чтобы себя поджечь, чтобы эти кожиеды хоть обгорелыми кусками подавились. Давай, блин, жми на все вот это кнопки смешно. сразу, раз уж запахло жареным. Слушай, это, пожалуй... Или твоя гениальная тактика с трубой и против 7 тварей работает. А у меня нет брони, чё я боюсь. Слушай, вот это пока про горелку и мясом, которым подавятся, значит, обугленным моим, да? Это пока самая классная твоя шутка за все ее выживание. Реально. Да, черный юмор, дерзкий, интересный. Молодец, садись 5, ёп. Мне понравилось снова. Молодец. Да? Это, пожалуй, самая крутая шутка за все время. Так, ну чё, блин, сейчас будет грязь, короче. Выход такой, когда она обилку будет юзать ведьма, мы отходим и залп граника, да? Как? Ну вот так, типа. Ты понял, да?
Но наконец-то план века подъехал. Отойти в сторонку под обилку и запульнуть гранатометом прямо в морду звучит надежно, как швейцарские часы. Главное, чтобы граната Вот прилетела куда надо, а не срикошетила тебе под ноги, иначе шутка про обугленного выживальщика станет пророческой. Давай, показывай мастер-класс, как надо ведьм раскидывать, пока зрители не начали делать ставки на то, с какой попытки ты все-таки решишься сбегать в этот злосчастный бункер Альфа. Залп. Да все готово, развалили ведьму, прикинь, на 5 частей. Тело и ножки, ручки по разности развалились. Блин, ну да, с броней я, да, не дожал. Надо было больше-то брони брать сюда. А главное, победа ее. Победа есть победа. А еще мы не просто кости какие-то беспонтовые сейчас с нее выбили. Блин, почему вот на бензин не прет? Бензин с нее дают. Мы с тобой выбили. Что выбили? Ну, эти нашивки гончих псов, да? Чуть не понимаю, где количество-то посмотреть. Нету здесь. Пойдем попытаемся еще доставочки хотя бы сделать. Не забывай, из 3 вещей для сборки катера самое важное поначалу это именно доставки. Ты можешь не делать задания Бориала. Ты можешь не зачищать стоки. Но ёб, надо делать доставки. Репутация 10 левела сама себя не прокачает. Достигнешь 10 левела репы, все отлично. То есть, когда приходит ярмарка, охота на ведьму, события разведка, там еще что-то, все бросай, кроме доставок в порту. Если доставки делать не будешь, то привет семье. И тут новый прикол. А чтобы доставки делать, что надо? Правильно. Ключи гаечные, молотки ёпни гаечные, ёли-пали. И чё в результате? Я могу сделать-то? Ну могу, ну хотя бы вот эти никак, да? Да блин. Гаечные ключи нужны и молотки, вот я о чем, да? Твою, блин. С горя модификации открыть. Раз коробка, 2 коробка, ёп. 3 коробка, будет песенка и лесенка, да? Вместе весело шагать по просторам. Чё, придется вот это вот отменять, заблокированную с прошлой недели. А такое возможно? Да? Да. Но это фиговая прокачка. Если ты будешь доставлять 2 типа ящиков, блин, вот это классная доставка. 1 тип ящиков, только вот такой, ну это капец вообще. Да, ну конечно, это слишком слабенько. Все-таки гаечные ключи, молотки, да, тягаем. Бункер Альфа я тебе уже показывал. Я не просто так тебе показывал ключи и молотки. Ну и новые локации на чопере. 1 раз потрать время, покатайся, карантинную зону по фарме, да, и будет тебе счастье. Надо так и делать, что. Ну, или не карантинную зону. Второй вариант, он полегче, да. Кемпинг-парк Гринвуд. Это нуба-локация для нубов. Все-таки был, да, у нас один этот порох в пороховницах. Давай посмотрим. Изолента и ключи. Есть тут 3 изоленты. Ну, смотри, как ровненько, ёп. Да? Вообще. Пазл складывается. Блин. Пазл складывается нового. Мы делаем 1 доставку суперских ящиков с инструментами. Да блинчики. Радуемся малому, чушь поделать. Смотри, если бы сейчас был второй выбор, да, нижний, да. Верхний это риск. Либо что-то будет, либо наоборот плохо будет. Низ это всегда без рисков, да, выполнять доставку. То есть выбил трансмиссию или там вот как я глок, не отдавай. Зачем рисковать? И вот мы уже с тобой к 7-му левелу подбираемся. Блин, мне кажется, великолепно, да? Хотелось бы быстрее, но надо было не пропускать доставки. Но это по новым правилам, смотри, ну это вообще без вариантов. Тебе нужен левел, а потом по-хорошему уже спускаемся в стоки, не в стоки. Можешь все успевать, красавчик, успевай. Ну а с тобой был Харди, и я на этой ноте с тобой прощаюсь. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забудь поддержать лайком. Ну и, конечно, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Не забывай про нашу телегу. Если не идет, тогда Макс Печка ТВ. Пока-пока. С 7-м левелом доставки тебя, стратег. И не переживай, без риска скучно жить. Зато трансмиссия и глок целы, а это уже победа.
Лайк поставлен, на телегу и MAX подписались, ждем завтрашнего видео. Отключай запись, стрим удался. Ну, не стрим, а видео. Увидимся на стриме. Пока-пока. Если бы Игорь не стал ютубером, кто бы смеялся с ним вечерами, кто бы все будни разрисовал цветом этими странными добрыми снами. Если бы Игорь не стал ютубером, мир был бы тише, чуть серей дворов, но рядом с ним все равно бы музыку чувствовал, даже в шуршании старых дворов.